Отдохнув затянувшимся летом, мир готовился встретить зиму. Осень уже окрасила листья в привычные цвета и закружила их в водоворотах холодного ветра. В лучах вечернего солнца по улице шел растерянный школьник. Веня, конечно, не отличался послушанием и хорошими оценками, но новость, что его переводят на семестр в коррекционный класс, стала шоком. Подумаешь, подрался с задиристым одноклассником, тот же первый полез, а тощий Веник лишь отбивался. Но согласно закону подлости, виноватым назначили именно Вениамина и отправили его на первое полугодие в тот злополучный класс. Уныло глядя на сентябрьское солнце, школьник брел по аллее, пиная вовремя попавшийся под ногу камешек. Его вместе со всякими даунами в один класс – это не укладывалось в голове наивного семиклассника. Как раз шел недокарантин. Смены в школе разделили на утренние и вечерние. Конечно же, Веник попал именно во вторую. Это обижало его больше всего. «Тупые училки, тупая школа!» Пиная камень, думал подросток. Ему хотелось, как сверстникам, забросив ранец домой, оказаться на улице, где весь мир, упирающийся в рамки соседних дворов, принадлежал только им. Но судьба распорядилась иначе. «Тупые училки, тупой я!» На глаза едва не навернулись слезы, но поборов их, паренек продолжил путь к школе. О классной руководительнице коррекционного класса ходили неприятные слухи. Та славилась суровым нравом и, как поговаривали, била тяжелой деревянной линейкой нерадивых учеников. Кроме того, она вела русский и литературу, которые были первыми уроками в этот день. От этого мысли Вениамина становились все грустнее и грустнее, пока он подходил к школе. Как во сне, пройдя ворота, он прошел школьный двор и поднялся на второй этаж. Будучи новичком в школе, первое полугодие и сразу же в класс уродов, он ненадолго завис, пытаясь сориентироваться. Найдя кабинет, Веник занял дальнюю парту и оглядел одноклассников. Те, как идеальные ученики, сидели по стойке. Руки на парте, тетрадь и ручка готовы, учебник сверху на металлической подставке. Веня видел такое в части отца, где тот был комбригом. Солдаты при нем принимали неестественные позы и долго стояли в них, словно боялись пошевельнуться. Разложив нехитрые школьные принадлежности, Веня заговорил с соседом по парте. «У вас тут строго все, да?» «Классная руководительница сейчас придет, русский и литературу проведет. Молчи, делай, как она скажет». Словно робот, ответил его товарищ по несчастью с пустыми глазами. Веня тяжело вздохнул. Похоже, учительница действительно настолько сурова. Раздался звонок. Ученики вытянулись по стройке, как солдаты при отце Вене. Тот на всякий случай последовал их примеру. Со скрипом открылась дверь. В класс вошла пожилая учительница. Строгий костюм с блузкой до подбородка, черная юбка, будто она собиралась на похороны, идеально подходили к ее тощей и бледной шее. Сморщенная голова с очками смотрела на школьников снисходительно, с ноткой презрения. «Открываем учебники на странице 12!» Раздался скрипучий голос учительницы. Все, кроме Вени, перелистнули страницы одновременно, как роботы. «Второй ряд, третья парта, место слева!» – скомандовала старуха. «Основа творчества Чехова», – начало было ученик, но удар деревянной указкой прервал его. «Четче!» – закричала преподавательница. «Основа творчества Чехова», – отрапортовал ученик. Вениамин почувствовал себя лишним. Зачем вести себя с учениками, будто те конченые дауны? Его предыдущая учительница Тамара Ивановна всегда обращалась к ним вежливо, по имени-отчеству и, что важно, спокойно, без крика. Захотелось в туалет. «Извините, пожалуйста», –
Начало было Веник, но строгая учительница перебила его. Что? Молодой человек, что? Ох вы мои маленькие кошмары! От этого крика можно было оглохнуть, Веник рефлекторно зажал уши. Что? Продолжила учительница. Пересилив себя, школьник ответил: «Можно выйти, пожалуйста». С противным звуком учительская указка ударилась о стол. Другие ученики даже не вздрогнули. Что? Выйти? Да как ты посмел? Это кошмар! Шея старухи дернулась в крике, будто бы удлинялась с каждым сказанным словом. «Нет, нет, извините!» Повинуясь какому-то инстинкту, закричал Веник. То-то же дети! Ехидно усмехнулась учительница. Иванов, читай дальше. Венику показалось, что ее шея удлинилась на несколько сантиметров. С трудом отсидев урок, школьник с радостью вывалился в коридор пустой школы. Передышка, свобода. Несмотря на то, что следующим по расписанию шел урок той же учительницы, семиклассник расслабился. «А чё она всегда злая такая?» – спросил он вышедшего из кабинета одноклассника. Тот промолчал и направился к туалету, будто не услышав вопроса. Все ученики походили на зомби, действующих строго по указке учителя. Тихие, безинициативные зомби. Раз они такие спокойные, то почему их определили в класс коррекции, где должны учиться идиоты и буйные? Интересно, а другие учителя тоже такие? Не может же она вести все предметы? Школьник задумался и с ужасом понял: кроме той суровой учительницы и его класса, в школе никого не было. Даже вахтерши пожилой Людмилы Аркадьевны, которая в тот злополучный день разнимала их драку. Все это было неестественным и странным. Сходив в туалет, Веник погулял по пустующей школе, затем поспешил в кабинет, чтобы успеть до звонка. Споткнувшись о собственные шнурки, парень упал и, конечно же, опоздав на урок. «Извините, пожалуйста», Веня не знал, как зовут учительницу. «Можно войти?» Та окинула его презрительным взглядом и завопила. Что? Ты опоздал на урок? Веня вздрогнул, ноги стали ватными, но хотелось бежать. Ты нарушил дисциплину! Ты опоздал! Шея учительницы, казалось, вытянулась на добрый десяток сантиметров, приближающейся к ученику. Ты опоздал! Закричала старуха. Испугавшийся Вениамин побежал прочь из этого странного класса, прочь от этой страшной учительки. Он бежал, пока не уперся в дверь с надписью «Библиотека». Пулей залетев в помещение, паренек провел дыхание и огляделся. Библиотекарши не было, только ряды шкафов с книгами, простирающимися, настолько мог дотянуться взгляд. Почему-то Венику захотелось побежать в средний ряд, к окну, где, заканчивая этот сентябрьский день, садилось солнце. Там, прислонившись к холодному шкафу, паренек успокоился. Пфу! Подумаешь, строгая учителька, не такое видали. Мало ли что ему показалось, это не повод сдаваться вот так вот просто. Тем более учительница наверняка сообщит об этом родителям. Уже приготовившись выйти из укрытия, школьник замер, услышав непривычный звук. Будто какой-то насос, пробоиной в шланге, продолжал качать воду. И юноша снова вжался в шкаф. Поборов страх, Веня выглянул из-за угла. К нему, вытянув шею, двигалась учительница. Ее глаза смотрели на него строго, будто бы хотели испепелить. Школьник в ужасе на ватных ногах передвинулся в соседний ряд шкафов. «Что происходит? Что с ней не так?» – подумал он.
раздавалось в начале библиотеки. Веня вжался в подоконник, не зная, что делать. Как так? Что вообще происходит? Он не должен быть здесь. Тощая шея учительки высунулась из-за угла. «Прогульщик!» – прошипела она. «Нет, нет, вы не подумайте, я не из этих!» – закричал семиклассник. Учительница, неестественно удлинив шею, подобралась к нему, соприкоснувшись своей сморщенной головой с ухом Вениамина. «Тургенева знаешь?» – спросила она. «Да, знаю. Отцы и дети, Ася, Муму». «А Бродского знаешь?» Шея учительницы удлинялась, теперь она могла обнять тощего школьника. «Это не в классное чтение, знаешь? Иначе бы не был в моем классе». Усмехнулась она. Веник, собрав волю в кулак, сделал рывок и на ватных ногах побежал вдоль окон. Его шаги повторяло эхо пустого зала. «Не шуметь!» Взвигнула старуха и, нелепо размахивая руками, побежала за ним. «Ты шумишь в библиотеке! Шумишь!» Школьник, миновав несколько рядов со шкафами, выбежал к стойке, где днем пожилая библиотекарша пила чай и выдавала детям необходимые книги. Отступать было некуда. Выход был в противоположной стороне, а на него уже надвигалась учительница. «Непослушный нарушитель! Бродского знаешь?» Веник, собрав волю в кулак, звонко ответил ей. Здесь должен быть фонтан, но он не бьет. Однако сырость северная наша освобождает власти от забот, и жажды не испытывает чаша». Паренек замялся, вспоминая текст. Поймав тяжелый взгляд учительницы, он продолжил. «Нормальный дождь, обещанный в четверг, надежнее ржавых труб водопровода. Что позабудет сделать человек, то наверстает за него природа. И вы, герои Ханка, ничего не потеряли, метеопрогнозы твердят о постоянстве». Школьник замялся, вспоминая, чему их учили на химии. Шея учительницы удлинилась, будто хотела, как питон, задушить паренька. Вениамин, с трудом вспомнив отрывок, продолжил, не отводя глаз от учительки. «H2O, затмившим человеческие слезы!» Выпалил Веник, хотя на его глаза тоже наворачивались слезы. «Это Бродский?» Обвивая тело тощего школьника, спросила учительница. «Я знаю другое!» Веня, задыхаясь, сорвался. «Да, это Бродский, он, малоизвестный, честно!» Учителька вцепилась в школьника тощими руками. В тот же момент ее шея унеслась в другой конец библиотеки. «Проверим, посмотрим!» «Точно змея», — говорила она, удаляясь. Каждое мгновение казалось Вениамину адом. Он не такой, он не должен быть среди этого класса, он не должен быть с этой страшной учительницей. «Ты прав!» Шея старухи вернулась на место. «Это малоизвестное стихотворение Бродского. Но откуда ты знаешь?» «Я не даун, я не дебил, мой батя рассказывал!» В слезах прокричал Веник. «Ты плохо вел себя на уроках?» Закричала учительница так, что окна библиотеки задрожали. «Так я должен быть не в вашем классе, я умный, послушный, я…» Подросток потерял сознание. Позже учительница года, заслуженный педагог Екатерина Андреевна, манерно вытирала слезы платочком и восклицала:
У меня целый класс проблемных учеников. Вениамина туда было лишним переводить. Он очень чувствительный мальчик. Вот видите, довели его, довели. Пока старая учительница провожала врачей скорой и плакала, остальные ученики сидели, не двигаясь с места. Они знали, что им за это грозит. Они приняли ее правила и, в отличие от покинувшего стены школьника Вениамина, знали, что их место здесь, в этом кабинете. На город опускались сентябрьские сумерки, у ее класса впереди были другие уроки. Миновало несколько дней. Вениамин, из которого будто бы высосали всю жизнь, лежал в постели и мутным взглядом смотрел в окно. Было мрачно, шел дождь. Разумеется, мальчику не поверили. Переволновался, не захотел учиться с тем классом, грипп еще прицепил. И вообще, что только не привидится человеку с жаром и сильным стрессом. Но сам Веник знал, это не галлюцинации. В школе действительно происходит что-то непонятное, странное. И чтобы вновь обрести покой, он должен во всем разобраться, просто обязан. Паренек попробовал встать, тошнило, немного кружилась голова. Рассудив, что это не критично, Веник оделся. Отец был на работе, а мать пошла в магазин за продуктами. Наверняка встретит кого-нибудь из знакомых, задержится на час-полтора. Значит, время на вылазку есть. Взяв для храбрости тяжелый гаечный ключ, юноша спрятал его в рюкзаке и, натянув черную куртку с капюшоном, выскользнул в осенние сумерки. Холодные порывы ветра трепали мокрые волосы, листва и грязь липли к ботинкам. Но погода совершенно не волновала авантюриста. Тот, минуя людные места, приближался к злочастной школе. На втором этаже светилось окно коррекционного класса. Значит, жуткая учительница на месте. Сегодня в расписании стоят 2 урока труда. Интересно, кто их ведет? Думал Вениамин, перелезая через забор. Заходить через главный корпус решительно не хотелось. Мальчик думал проникнуть в школу через черный вход у столовой. Его постоянно забывали закрыть. Удача наконец-то улыбнулась Венику, и, тихонько прикрыв за собой дверь, паренек проникнул в полумрак школы. И тут же пожалел, что забыл взять фонарик. По служебным помещениям столовой школьник двигался почти что на ощупь. Выбравшись в коридор, мальчишка достал из рюкзака гаечный ключ, крепко сжав в руке свое оружие. Веник направился к лестнице. Поднимаясь на второй этаж, парень услышал странные звуки, будто какой-то зомби шел и протяжно стонал. Медленно двигаясь по темному коридору, мальчишка уже жалел, что осмелился на эту вылазку. Холодный пот противно тек по спине. Ёпта, ключ принес наконец. Вдруг раздалось откуда-то сбоку. Подскочив, Веник вырнул из ослабевших рук ключ. Да шо ты встал-то? Ой, шо? Речь прервалась икотой. Шо встал? Ключ подымай и пошли. Вглядевшись во тьму, Веник с ужасом понял, что встретился с трудовиком. Видно, не только жуткая училка со страшной шеей ведет сегодня уроки. Похоже, пьяный учитель принял его за кого-то другого, и этим можно воспользоваться. «Извините, иду я», – поспешил ответить школьник. «А в каком кабинете уроки?» Мля, в 45-й иди, я подойду ща. Мужчина, выставив вперед руки, побрел по темноте к лестнице. «Они что, электричество экономят?» – сказал вслух Веник, чтобы подбодрить себя. Вот же евреи. Дойдя до кабинета, парень, затаив дыхание, открыл дверь. Класс сидел на своем месте, без движений и каких-то эмоций, как манекены. На доске парень увидел нарисованную палку и кривую подпись. Учительская указка. Материал – дерево. Веник занял место за дальней партой и приготовился. К чему, он сам не знал.
плана попросту не было. И представьте, один опоздал, Юрий Иванович. Это просто кошмар. Дерзость-то какая. Говорил, что его машина сбила, сломал ногу. Он опоздал. Послышалось из коридора. Вомля молодежь пошла. Согласился с учителькой пьяный голос. Вы бы нас за такое убили. Ой, Дверь открылась, и в класс вошли пожилая учительница и трудовик. Тот положил на стол сломанную указку. Как показалось мальчишке, та была в чем-то красном, похожем на кровь. Значит, сейчас в кабинет, в подвал идем. Ой, будем Марии Ивановне указку новую делать, мля. Пока трудовик говорил, учительница рассматривала класс. Успокоиться, дышать ровно, не подавать вида, что он здесь лишний. Фух, наверное, старуха не заметила лишнего ученика. Пронесло. Старуха, удовлетворенно хмыкнув, покинула кабинет. Ты, с гаечным ключом, пацан, бери указку, образец такую же сделаем, и за мной. Скомандовал пьяный преподаватель. Дети встали и строем двинулись вслед за учителем нога в ногу. Веник, плетущийся с окровавленной указкой в конце, терялся в догадках. Вроде все тут, кому же досталось тогда, о ком говорила учительница? Тяжелая указка оказалась сломанной посередине. Какой же силы должен быть удар? Какие травмы от него-то будут? В подвале все-таки был включен свет, и школьник вновь принялся разглядывать одноклассников. Эврика! Не хватало паренька, с которым Веник пытался заговорить в первый день. Учитель пропал где-то в недрах кабинета у старых массивных шкафов, видимо, искал в них заготовки. Веник рассматривал плакаты по технике безопасности, по-прежнему сжимал в руках обломок указки. Почему-то ему казалось, что вскоре он пригодится. Чуйка не подвела. В коридоре раздались торопливые шаги, будто незваная гостья очень спешила. Дверь со скрипом распахнулась. Кто лишний в классе? Я спрашиваю, кто лишний в классе? Закричала запыхавшаяся учительница. Вениамин встал. Лишний здесь я. У той от злости перехватило дыхание. Ненадолго зависнув, учительница набрала в грудь воздуха и закричала. Ты что здесь делаешь, негодник? Быстро за мной! Школьник не знал, что делать. План. Нужно было сначала продумать план. Вот он дурак. Идти куда-то жуткой учителькой было самоубийством. Чем он мог защититься от нее? Этой указкой? Пришлось импровизировать, но по-глупому. Проследовать за старухой, продумывая дальнейшие действия. Та, схватив его за ухо скрюченными морщинистыми пальцами, поспешила куда-то вглубь коридора. Веник взвыл, но теперь у него не было выбора. Это кто, мля, был вообще? Раздался им вслед вопрос растерянного трудовика. Тем временем школьник пытался понять, куда его как куклу волочит учительница. Ее шея нервно пульсировала, казалось, в ней что-то булькало. Они поднялись на второй этаж и остановились у двери медкабинета. Проник в школу и посмотрите, что натворил. Негодник, кошмар! Будто бы репетируя, причитала учительница. Оставшись довольной результатом, она открыла дверь и затолкнула школьника в кабинет. Веник едва сдержал крик. На кушетке, слабо постановая, лежал его одноклассник. Бинты, наложенные на голову, пропитались кровью. Та уже с противным звуком стекала на пол. Вы посмотрите, избил одноклассника, да ему до конца дней место в коррекционном классе. Улыбаясь, завопила учительница позади Веника. Что ты на это ответишь?
Школьник затылком почувствовал, как удлиняется ее шея, готовая обвить его, точно удав свою жертву. Старая сука, это не я, это все ты! Со слезами на глазах Веник сделал волевое усилие и, замахнувшись, ударил обломком указки по тощей старушечьей шее. Тот с хлюпающим звуком вонзился в нее. Глупо выпучив налитые кровью глаза, учителька отступила назад. Ее шея начала принимать привычный размер, вместе с этим загоняя кол из указки все глубже. Неловко пошатывавшись, преподавательница со стоном повалилась на пол. Веник в приступе ярости накинулся на старуху, с криками опуская кулаки на ее перекошенное лицо. Он бил, пока училка, смешно дернувшись всем телом, перестала сопротивляться. Метель швыряла в окно психиатрической клиники горсти снега. Ветер выл, как сотни чудовищ, выпущенных на волю. Но Вениамин улыбался. Не под действием таблеток и болючих уколов. Он улыбался, потому что знал, тем злосчастным сентябрьским вечером в мире стало на одно чудовище меньше. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.